Итак, друзья мои, с вами рубрика «Говорящая голова». Сегодня она одна и моя. И тема сегодняшней «Говорящей головы», ну и вообще моего спича, следующая. Почему нужно жениться мужчинам, ну и я думаю, что и женщинам выходить замуж, тоже до 30 лет. Но мы сейчас про мужиков поговорим. Ваше мнение может не совпадать с моим. Как я уже говорил и говорю в каждом ролике, что я никого ни к чему не призываю, никому ничего не навязываю. Если ваше мнение отличается, накидайте, пожалуйста, в комментарии, что вы думаете по этому поводу. И правильно я мыслю по вашему мнению или нет. Окей. Итак, почему же нужно жениться до 30 лет? Я это не просто где-то прочитал, а испытал на собственной, так сказать, шкуре. Мне уже подходило, скажем так, 30-летие. Я женился в 2010 году. Мне подходило, значит, 30-летие. Я 80-го года. Я понимал, что если я не женюсь до 30, я за полгода до 30 женился, 29 лет, то я, скорее всего, уже не женюсь никогда. Мне теперь из этого дома есть только два пути. Или я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору. Ну, или этот процесс, и либо это осознание того, что нужно, оно бы, размывалось бы, приходило все реже, и в конце концов я бы забил на это большой болт. Почему? В современном мире мужчина вполне себе может обходиться без женщины. Мы все это прекрасно знаем. У нас есть химчистки, прачечные, стиральные, посудомоечные машины. У нас есть платная любовь. У нас, в принципе, есть и бесплатная любовь, если накидать лапши на уши, да. В общем, да, если, чтобы с кем-то спать, не обязательно жениться. У нас есть рестораны и так далее. То есть очень куча услуг и помогаторов, с помощью которых мужчина может легко обходиться без женщины. И чтобы к нему пришло понимание, зачем ему жениться, ему нужно прожить, мне кажется, в современном мире больше, чем 30 лет. И в то же время, когда человек уже понимает, зачем ему жениться, он, скорее всего, примет решение, наверное, надо было это делать до 30. Сейчас уже, наверное, смысла нет. И дети уже будут не дети, а внуки, потому что по возрасту, да, по разнице. И привык уже в одиночестве. И, собственно говоря, не хочется уже пускать в свою, так скажем, личное пространство незнакомого чужого человека. Вот. И здесь я для себя сам понимал, и у меня такое представление, что до конца даже не понимая, зачем жениться, это просто нужно сделать, потому что если ты не сделаешь до 30, то, как я уже сказал, скорее всего, ты не сделаешь это никогда. Для чего нужно жениться? Первое, что это, конечно же, дети, да? Как бы потом ни сложилась ваша судьба и семейная, так скажем, вся эта история, дети все равно должны жить в полноценной семье, в браке, в начальном этапе, или родиться, скажем так, да, давайте так, родиться в полноценной семье и в браке, чтобы у детей была фамилия отца, и тому подобное, какие-то гарантии, ответственности и все остальное. Плюс, я думаю, что каждый мужчина все-таки должен пройти этот путь, чтобы понять, его эта тема или не его. Мы с вами знаем кучу примеров. Даже среди ваших родственников наверняка есть или знакомых. Человек женится, разочаровывается в институте брака и больше никогда не женится. Да, все, типа, у меня только лайт отношения, без всяких серьезных обязательств. Жить можем вместе, но жениться я не буду. Все, я попробовал, мне не понравилось. И другая сторона, мы знаем там известных людей, неизвестных, кто женится там, раз в 2 года, там 4, 3, 5, 6 браков, 7. То есть люди не разочаровываются, и им нравится находиться в официальных отношениях. То есть здесь каждый под себя потом
подстраивает то, что с ним произошло, тот опыт, да, и делает вывод, что ему интересно, в браке или вне брака. Но пройти этот путь, процесс, не знаю, назовите как хотите, мне кажется, должен каждый мужчина, чтобы все-таки не на словах и не на слух понять, его эта тема или не его. Да, здесь, конечно же, есть много рисков, обременений, ответственности и тому подобное. Ну а где их нет, друзья мои? Даже начиная абсолютно новое какое-то дело, бизнес, там, не знаю, даже в качестве наемного сотрудника, вы все равно приобретаете вот все то, о чем я вам сказал, что вы приобретете в браке. Это все равно определенные вот этапы жизненного пути, которые желательно, чтобы в жизни состоялись. На основе этих как раз отрезков мы с вами получаем опыт, да, и делаем какую-то аналитику, чтобы понять, как быть дальше. И не надо бояться никогда, вот сидеть и бояться, вот я женюсь, там, не повезет, там, повезет. Да никто не знает, что будет завтра, сами знаете, как живем. Не надо этого бояться, надо просто оценивать это, опять же, со стороны опыта. Вот и все. Ну и подстраховываться, да, наверное, скорее всего. То есть, если вы мультимиллионер, то вам нужен обязательно брачный договор с женой, чтобы в случае того, что у вас не заладилось, она не ушла с половиной вашего имущества. Вот. Что еще? Ну, как я сказал, дети, да, дети такая важная часть, опять же, наследствия вот этой всей продолжение тебя, меня. Это, мне кажется, важная часть. Ну, для меня, опять же, как я говорю, ваше мнение может с этим не совпадать. Ну и самый-то главный посыл, опять же, что мужчина, если до 30 не женится, даже если... Вот у меня ни хрена не было в 29 лет. Только очень слабое, вялое понимание, что я хочу от жизни и куда мне двигаться. Ни денег, ни, какой-то там плиты под ногами. Вообще ничего не было. Но я понимал, что если я не женюсь, то, скорее всего, когда у меня все это появится, мне уже жена не понадобится. Ну, или жена, скажем так, выберет меня уже не за то, что я такой классный Женя Микулин, а потому что у меня как раз есть все эти блага. Что я уже состоялся, и она будет смотреть на меня не как на человека, а как актив. Мне бы этого тоже не очень хотелось. Ну и никому, я думаю, не хотелось. Поэтому, что я могу сказать? Парни, не ссыте. Как к 30-ке подходит, пробуйте, женитесь, кайфуйте, вот, и развивайтесь вместе с вашими вторыми половинами. Ну, понятно, что не нужно жениться на первой встречной. Это, опять же, 30-ка, это такая плюс-минус, это может быть там и 27, и 32, да, ну вот, около 30-летней истории. Потому что потом, как я уже говорю, вам это уже не понадобится. Вы уже сможете все делать самостоятельно, и вам уже будет даже немножко жалко делиться тем, что вы накопили. Если, конечно, у вас это произойдет. Если вы бомж, алкаш и нарик, то, даже не знаю, женитесь обязательно. Вам хоть одежду менять будут периодически, вот, из милиции забирать, из полиции. Вот такое у меня мнение, ребята. И женщины могут, конечно же, свое мнение оставить в комментариях, и мужчины, но мне кажется, что здесь надо просто сделать, не вникая в подробности, почему это надо сделать. Я про брак. Вот. Но попробовать, я считаю, должен каждый. Да? Вот. Это мое мнение, как я уже сказал. Поделитесь своим, может быть, опыт у вас какой-то есть, может быть, вы один из тех, кто попробовал и сказал, все, больше никогда, а может, вы как раз из тех, кто 3-й, 4-й, 5-й и будете пробовать, пока счастье вас не застанет врасплох, схватится за вас мощными руками и никогда вас не отпустят. Вот такой сегодняшний мой посыл. Этот путь я прошел сам, он был частично удачный, частично нет, но я очень рад, что я сделал так, как сделал. Вот, потому что, как я уже сказал, если бы я этого не сделал, то хрен бы я это уже бы сделал. Все, закончим на этом, не морочу вам голову. Ставьте лайкусики, если понравилось. Ну и пишите, что Женек полная Г, если не понравилось. А в следующий раз запишу вам тоже что-нибудь интересное, путевое и достойное к обсуждению. Пока-пока.
Итак, сегодня на обзоре таксопарк Такси Хайп, который действительно является лучшим таксопарком России. Ему доверились уже очень многие водители и не пожалели. Конечно же, это моментальные выплаты, быстрое подключение, огромные заработки, круглосуточная поддержка, да и вообще кармически правильная установка, которая позволит тебе, мне и всем, кто с нами, заработать невероятное количество денег, которое останется потом только придумать, куда потратить. Поэтому переходи по ссылочке в WhatsApp внизу, мы всех подключим очень быстро, и будет тебе счастье и море бабла.